Однажды путешественник и фотограф Марко Лоренцо отправился на байдарке исследовать лазурные воды Карибского моря недалеко от побережья Гондураса. Он искал редкие кадры тропической природы для своей новой серии снимков. Неспешно дрейфуя между коралловыми рифами, Марко заметил небольшой безымянный островок, который едва возвышался над водой. Остров выглядел заброшенным. Берег был завален сухими ветками, обломками пальм и морским мусором. Казалось, сюда давно не ступала нога человека. Но когда Марко приблизился, он услышал тихий, почти жалобный звук, похожий на сдержанное поскуливание. Продвигаясь через сухие ветки, он увидел его, невероятно худого, изможденного пса с рыжими подполинами. Пес еле стоял на лапах, а ребра четко проступали под кожей. Первым порывом Марка было замереть. Как животное могло оказаться здесь, на островке, окруженном водой? Самостоятельно доплыть сюда пес не мог. Значит, кто-то оставил его здесь умирать. Пес, которого позже Марко назвал Рико, увидев человека, первым делом осторожно завилял хвостом. Его дрожь была смесью надежды и страха. Он не знал, чего ожидать от людей, но отчаянно нуждался в помощи. Марко поспешил к нему и опустился на колени. Сердце буквально разрывалось от жалости. Животное было обезвожено, ослаблено и явно на грани. Не раздумывая, он аккуратно поднял Рика и перенес в байдарку, чтобы доставить на материк. Однако ситуация была непростая. Марко находился в регионе по рабочей командировке и должен был улететь домой через 36 часов. Он понимал, если уедет сейчас, бросит Рика на произвол судьбы. Того самого, от которого только что спас. К счастью, местные жители откликнулись мгновенно. Один мужчина принес собаке корм, другая женщина дала воду, а кто-то помог добраться до ближайшей ветеринарной клиники. Там Рика осмотрели, взяли анализы, вычесали колтуны и тщательно вымыли. Пса пришлось оставить в клинике до получения результатов. Когда анализы были готовы, выяснилось, что у Рика нет серьезных заболеваний, только сильнейшее истощение. Его можно было выходить. Но Марко уже должен был возвращаться домой. Тогда он начал искать того, кто временно приютит Рико, пока оформляются документы. И ему повезло. Молодая женщина по имени Лиана предложила взять собаку на передержку. У Лианы Рика прожил почти 2 месяца. За это время он преобразился, поправился, стал энергичнее. Шерсть заблестела, а взгляд, ранее потухший, снова наполнился жизнью. Лиана регулярно отправляла Марко фотографии и видео, рассказывая о прогрессе питомца. Марко все это время оформлял необходимые документы, мечтая забрать Рика к себе. И, наконец, тот день настал. С помощью Лианы все бумаги были собраны, и Рика отправился в долгое путешествие к своему спасителю, в город Остин, штат Техас. Когда Марко встретил его в аэропорту, Рика узнал его мгновенно. Замахал хвостом так, будто хотел взлететь, стал вставать на задние лапы и радостно облизал лицо хозяина. Так история обрела счастливый конец. Теперь Рика живет в уютном доме, окружённый любовью и заботой человека, который однажды не прошел мимо и спас ему жизнь. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.